Всем привет! С вами Наталья Рукодельная. Сегодня я хочу рассказать об интересном приспособлении, которое называется рейнстик. С давних пор, пытаясь обрести власть над дождем и научиться управлять этой небесной стихией, люди придумывали различные приспособления. Одним из таких приспособлений являлся посох дождя, флейта дождя, шум дождя, или по-английски он называется рейнстик. Этот инструмент с давних пор использовали шаманы Южной и Северной Америки, Африки, Индонезии для управления дождевой стихией и грозовыми тучами. Посох дождя превосходно имитирует звук падающего дождя, создавая эффект переливания воды или журчания ручья. Ученые считают, что изначально рейнстик был изобретен в Латинской Америке, в Перу или Чили, где использовался как культовый инструмент в обрядах по вызову дождя. Если верить одной из древних легенд, то флейта дождя – это голос самой природы, отданный в руки человеку для установления контактов с небесными силами. Традиционный посох дождя изготавливали из длинного ствола кактуса, высушенного на солнце и имеющего полость по всей своей длине. Перевернув посох дождя вертикально, его содержимое сквозь спиральное препятствие пересыпается к противоположному концу, издавая звук, напоминающий шум дождя. При этом звуком инструмента можно с легкостью управлять, изменяя скорость переворачивания или угол наклона. Длина посоха может быть разной, но обычно она варьируется в пределах от 20 до 70 сантиметров. Правда, чем длиннее инструмент, тем гуще, плотнее и продолжительнее его звучание. Не так давно рейнстик стал обретать популярность во всем мире. Сначала туристы, посетившие страны Латинской Америки, привозили этот инструмент в качестве сувениров, а затем на возможности этого инструмента обратили внимание музыканты, исполняющие акустическую музыку, фолк и джаз. Еще флейта дождя служит оберегом жилища. Полагают, что посох дождя защищает человека от зависти и злобы, поэтому дома его надо хранить возле входной двери или у окна, и красивым украшением интерьера современного офиса, клуба или кафе. Поклонники фэншуй убеждены, что рейнстик помогает привлечь в дом или другое помещение дождь процветания и изобилия. Используют эту дождевую палку и для медитации. Считается, что ритм посоха дождя позволяет быстрее войти в измененное состояние сознания. Кроме того, этот инструмент создает вокруг человека, который переворачивает его, защитное поле и очищает внутреннюю воду в человеческом организме. Звуки дождя и незначительные вибрации, издаваемые рейнстиком, благотворно сказываются на нервной системе человека и уравновешивают его эмоциональное состояние. Ну и, наконец-то, я расскажу теперь, как сделать его своими руками. Приступим. Флейту дождя я решила делать небольшую, использовав трубку от фольги. Для первого этапа мне понадобились зубочистки и шило. Шилом я делаю отверстия и вставляю в них зубочистки. Отверстия надо делать не друг под другом, а чтобы внутри получилась спираль. Вот так это выглядит внутри. Кончики зубочисток надо отрезать. Можно это сделать и ножницами, потому что зубочистки не очень толстые, но все же удобнее это делать кусачками. Собственно, основа флейты готова. Украсить флейту можно как угодно, но я решила, что моя флейта будет лаконичная. Для украшения я взяла шпатлевку и покрыла всю флейту тонким, но неровным слоем, имитируя дерево. Сохнуть оставила часа на 2-3. Шпаклевка сохнет быстро, и для дальнейшей работы мне этого достаточно. Одну сторону я заклеила картоном и также нанесла шпаклевку, оставив сохнуть еще часа на 2. Теперь буду слушать.
Я взяла крупу разного размера, насыпала по очереди и слушала. Мне больше всего понравилась кукурузная, самая мелкая крупа. Добавила только совсем чуть-чуть гречки для акцентов. После того, как я определила наполнение флейты, с другой стороны заклеила картоном и покрыла шпаклевкой. Теперь все оставила сохнуть уже на ночь. Для укрепления шпаклевки я покрыла ее грунтом и как следует просушила. Красила акриловой краской подходящего цвета. После просушки немножко прошлась наждачкой и для ручки привязала шпагат. Потом можно украсить еще какими-нибудь безделушками. Вот и готова наша флейта. Теперь ее можно повесить для украшения или использовать для медитации и изгнания злых духов. Всем спасибо за визит. Увидимся.